Всем привет! Я Олечка, и вы на моем канале «На даче жить». И сегодня я буду ставить стену из газоблока. В прошлом видео я рассказала вам о своих грандиознейших планах об обустройстве дачи, но на самом деле это лишь маленькая частичка того, что у меня на уме. Посмотрев предыдущее мое видео, все-таки нашлись те грамотные мужчины, которые посоветовали начать с отопления. Немного подумав, я поняла, что это грамотное предложение, впереди зима, и это мне явно пригодится. Посмотрев видео в интернете и почитав статьи, я поняла, что вариант с электричеством очень дорогой, газа у нас нет, и остается только твердотопливный котел. Дом будет отапливаться при помощи дров или специальных брикетов. Также нужно определить место, где его расположить. Вне дома это очень сложно, дорого и не хочется терять место грядок. В подвале, подвал у меня деревянный, переделывать его сложно, не хочется, потому что есть гараж, который состоит из бетонных плит. Придется пожертвовать им, как бы мне этого не хотелось. Давайте я расскажу, как я это сделаю. Гараж холодный, так как дом не предназначен для жизни зимой, и поэтому мне нужно будет сделать теплое помещение для котельной. За дверью в подвал я сделаю перегородку, и получится у меня помещение 5,5 метров квадратных. Эту стенку я буду делать из газоблока. Спросите, почему не деревянную, ее было бы сделать легче. Но верный ответ состоит в том, что помещение у нас пожароопасное. Газоблок вроде бы не горит. Итак, я выбрала газоблок толщиной 200 мм, много пространства съедает, но зато будет такая прям плотная стена. Давайте сейчас разберем, как я это буду делать. Посмотрев множество видео в интернете, я не нашла ни одного толкового. Где-то эти подбородочные видео, где-то просто качество хромает, какое-то видео очень простое и даже не верится в эти чудеса, а где-то слишком, наоборот, все заумно, непонятно. В общем, я выделила 5 основных пунктов. Первое. Газоблок нужно укладывать на идеально ровную поверхность в шахматном порядке со сдвигом в пол блока. Второе. Между газоблоком и бетоном нам нужно проложить гидроизоляцию. Это необходимо для того, чтобы бетон не отдавал воду и не забирал ее обратно. Третье. Первый ряд и каждый последующий четвертый нам нужно армировать 8-миллиметровой арматурой, при этом заводя арматуру в бетонную стену. Четвертое. Проемы нужно усилять той же 8-миллиметровой арматурой. Как я это буду делать, пока не знаю. И, наконец, пятое. Нашу стену необходимо не доводить до потолка на 2 см. Это необходимо для того, чтобы стена у нас не треснула, дом у нас постоянно ходит ходуном, так как рядом железная дорога. А теперь давайте посмотрим, какие инструменты нам понадобятся. Пила специальная для газоблока, сам газоблок, паз-гребень 200-миллиметровый, грунтовка церезит глубокого проникновения, валик. Также есть пистолет для пены, штроборез и уголок для нарезки самих блоков. Нам необходим нож, бур 10-миллиметровый, гидроизоляция, болгарка, чтобы обрезать нашу арматуру 8-миллиметровую, перфоратор, очиститель пены. Он мне обязательно понадобится, что-нибудь да я заляпаю, и выберите на всякий случай. Далее титан, это клей-пена для газоблоков. Я выбрала именно ее, чтобы не разводить обычный цементный клей и не запачкаться. Надеюсь, это не было моей ошибкой. В рекламке он прям хорошенький. Итого, стена в 4 метра квадратных обошлась мне в 7000 рублей вместе с доставкой с дяденьки Петровича. Кстати, при просмотре видео я нашла один интересный канал, где один лысенький дяденька сказал, что безопасность – это главное, и я с ним не могу не согласиться. Поехали! Отнесли большую часть блоков в гараж поближе к себе. Перетаскивать их самое неприятное.
Первое, что я делаю, это подметаю пол от крупного мусора. Пыль уберется при обработке его грунтом глубокого проникновения. Далее делаем разметку, где будет стоять стена. Пол оказался довольно ровным, буду укладывать прямо на него без подливки основания. Далее укладываю гидроизоляцию, оставив расстояние в 90 см под дверь. Газоблок и стены у меня не будут соприкасаться, а щели я залью пеной. Конструкция дома подвижна, а я не хочу, чтобы моя стена треснула. Далее выпилила газоблок под выступы пола. Выложила первый ряд, нанеся пену на вертикальные стыки боков. Сделала штрабу в блоке и отверстие в стене под арматуру. Убрала все крошки газоблока, чтобы уложить арматуру, и завела ее в отверстие в стене и уложила в саму штрабу в блоке. А теперь болгаркой обрезаю лишнее. Девчонки, это только смотрится страшно. Таким вышел мой первый ряд. Далее будет попроще. Залила арматуру клеем и нанесла его по всей поверхности несколькими полосками. Помним, что следующий ряд нужно укладывать со сдвигом в пол блока. А перед нанесением клея газоблок надо прогрунтовать. Правилом оцениваю ровность стены, если необходимо, то есть возможность выровнять, пока клей еще не засох. Укладываю, грунтую следующие ряды. Пилится газоблок несложно, но долго. Уложила еще 3 ряда и снова арматура, хотя можно и каждые 4, но я же себе делаю. А теперь сначала сделайте отверстие для арматуры в стене и штрабите блок, а только затем укладывайте арматуру. Не повторяйте моих ошибок, я об этом забывала и бурила стену по факту, а это тяжелее. Всего у меня 7,5 рядов, поэтому я решила еще на 7 сделать арматуру. Уложила последний ряд, оставив 2 см зазор. Заливаем клеем все зазоры и полости. Высота гаража у меня получилась 1,9 метров, так что решила проем не делать. Если же вы будете делать проем, то обязательно усиливайте его арматурой. По высыханию срезаю лишнюю пену. И готово! Вот такая получилась стена. Итак, прошло 10 часов с начала моей работы, энтузиазм уже не так велик, но все же. У нас результат: готовая стена, осталось только сверху пену подрезать, она еще не досохла. Подубитый костюм, но не знаю, не все, наверное, отстирается, но все же. Минус 9 ногтей, 1 спасла, не знаю как, чудом, наверное. Ну, поцарапанные руки это нормально, ну, ногти я срежу. В общем, девчонки и мальчишки, я смогла, я молодец. Сейчас пойду в баню мыться, отмываться от всей этой пыли, грязи, потому что было ее достаточно. Пилить я очень устала, наверное, от этого, в принципе, вся усталость моя и есть. Комментируйте видео, я старалась для вас, не только для себя. Пишите отзывы, что так, что не так. Желательно побольше советов. Лайки, репосты с вас. Пойдемте в баню наконец-то.